Вы на канале «Горизонт событий». Планета меняется быстрее, чем мы успеваем за ней следить. Сегодня 29 мая, и прямо сейчас вы увидите главные природные аномалии, катаклизмы и чрезвычайные происшествия, которые потрясли мир за последние 24 часа. Настоящий ледяной шторм обрушился 28 мая на Ставропольский край. Курортные города Кавказских минеральных вод накрыл мощнейший грозовой фронт. Жители отдельных районов Пятигорска, Ессентуков и Минеральных вод сообщают о выпадении града размером с куриное яйцо. Стихия нанесла колоссальный ущерб инфраструктуре и имуществу граждан. Ураганный ветер повалил деревья, а крупный град буквально изрешетил крыши домов, теплицы и уничтожил посадки на дачных участках. Сотни автовладельцев подсчитывают убытки. Бомбардировка и льдом оставила глубокие вмятины на кузовах и разбила лобовые стекла десятков машин. По сообщениям местных властей, удар стихии вызвал серьезный энергетический кризис. В Минеральных водах из-за аварийного отключения оказалась обесточена главная канализационная насосная станция, что вызвало ее подтопление. Без света остались также школы и детские сады. В Пятигорске на проспекте Кирова из-за обрыва проводов остановилось движение трамваев. Сложная ситуация фиксируется в Ессентуках и Предгорном округе, где из строя вышли десятки подстанций, оставив часть жителей и курортных зон без электричества. Аварийные бригады и коммунальные службы сегодня работают в экстренном режиме, устраняя завалы и восстанавливая линии электропередачи. Синоптики предупреждают, что расслабляться рано. Штормовое предупреждение на Ставрополье продлено, и угроза сильных ливней с градом сохраняется. — 27 мая через Украину прошел мощный штормовой фронт. Стихия повалила сотни деревьев, повредила дома, автомобили и линии электропередачи, оставив без света тысячи людей. Серьезные последствия непогоды зафиксированы в Кировоградской области. В Крапивницком ветер повалил более 180 деревьев, повреждены жилые дома, автомобили, газовые сети и электролинии. В Днепропетровской области, особенно в Кривом Роге, прошли пылевые бури и сильные ливни. Шквал срывал крыши, ломал деревья и даже вырвал автобусную остановку вместе с бетонными опорами. В Черниговщине из-за полевой бури видимость на дорогах местами падала почти до нуля. В Сумской и Хмельницкой областях ураган вызвал заторы на дорогах, практически полностью перекрыв проезжую часть упавшими стволами деревьев. В это же время западные регионы, включая Львовскую и Тернопольскую области, накрыли сильные ливни с крупным градом. При этом в самом Тернополе порывы ветра буквально сбивали прохожих с ног. Непогода также затронула Винницкую, Житомирскую, Запорожскую, Черкасскую и Киевскую области. Энергетики и коммунальные службы продолжают ликвидировать обрывы линий электропередачи, восстанавливая энергоснабжение в пострадавших населенных пунктах. В китайской провинции Цзянсу на нефтеперерабатывающем заводе Чахэ в уезде Рудун прогремел мощный взрыв, за которым последовал сильный пожар. Очевидцы сообщают, что взрывная волна была такой силы, что в жилых домах и коммерческих постройках в радиусе нескольких километров вылетели оконные стекла и деформировались дверные проемы. Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями направило к месту происшествия сводные спасательные отряды, спецтехнику и беспилотники для проведения воздушной разведки. Пожарным расчетам потребовалось несколько часов непрерывной работы, чтобы полностью локализовать очаг возгорания и предотвратить перекидывание огня на соседние резервуары с сырой нефтью и готовым топливом. Благодаря своевременной эвакуации рабочей смены на самом объекте никто не погиб и не пострадал. Региональная прокуратура инициировала проверку соблюдения норм промышленной безопасности на предприятии. 27 мая Беларусь оказалась во власти сильного штормового фронта. Прохождение грозовых облаков сопровождалось резким падением температуры, ливнями, градом и шквалистым ветром. Скорость ветра в пиковые моменты достигала 26 метров в секунду.
Основной удар пришелся на Минскую и Витебскую области. В отдельных микрорайонах Минска град засыпал дороги и газоны. Наиболее крупные фракции града наблюдались в Логойском и Слуцком районах. Пострадали также Гомельская и Могилевская области. Полоса гроз с градом сместилась сюда к вечеру, затронув Глузк и пригородные территории Гомеля. В Гомеле прямо перед началом ливня поднялась сильная пылевая завеса. В воздух взлетели тонны городской пыли и песка. Вслед за пылевым шквалом на город обрушился сильный ливень с градом. Зафиксировано 9 случаев падения деревьев, в одном из которых ствол упал прямо на припаркованный легковой автомобиль. Из-за падения деревьев на линии электропередач и обрывов проводов проблемы с электроснабжением возникли в более чем 500 населенных пунктах страны. Сложнее всего ситуация складывалась в Борисовском и Логойском районах. Стволы и крупные ветки перекрыли проезжие части городских улиц и международные трассы. Упавшими деревьями разбито 13 автомобилей. Еще одна машина пострадала из-за прилетевшего элемента сорванной кровли. Несмотря на масштабы разгула стихии, сообщается, что люди не пострадали. В мексиканском штате Мичоакан продолжает развиваться опасная геологическая ситуация. В общине Эль-Салитре, муниципалитета Икстлан, где ранее прямо во дворе жилого дома неожиданно забил гейзер, зафиксирована новая активность. Первый источник бурлящих грунтовых вод сейчас полностью затих, оставив после себя кратер глубиной в 1 метр и 70 сантиметров. До этого гидротермальный выброс непрерывно продолжался более 36 часов. Однако радоваться местным жителям не пришлось. Совсем рядом, в соседнем дворе, новый мощный гейзер пробил землю прямо внутри колодца, и горячая вода продолжает прибывать. Более того, на окраинах деревни население обнаружило целую серию новых термальных источников в опасной близости от жилых построек. Местные власти и эксперты уже работают на месте. Ведется оценка рисков дальнейшего прорыва кипятка и пара, а также ведется подготовка населения к возможной эвакуации. В Петропавловске-Камчатском микрорайон Северо-Восток ушел под воду. Из-за потепления гигантские сугробы, оставшиеся после зимних циклонов, начали стремительно таять. Потоки талой воды превратили улицы города в настоящие реки. Самая сложная обстановка сейчас наблюдается на улице Вольского. Там глубина луж настолько огромна, что легковые автомобили уходят под воду практически наполовину, а пешеходы лишены возможности передвигаться по тротуарам. В местной администрации заявили, что уже принимают экстренные меры для ликвидации последствий весеннего паводка. Главной причиной стали забитые ледяной кашей ливневые канализации. Сейчас на месте круглосуточно работают 3 аварийные бригады дорожных служб. Власти обещают не прекращать работы до полной стабилизации ситуации в микрорайоне. После изнурительной волны экстремальной жары в Индии, когда в штатах Раджастан, Уттар-Прадеш и столичной агломерации Дели столбики термометров фиксировали 46 градусов Цельсия, север страны накрыли сильные грозы. Индийский метеорологический департамент сообщил, что резкая смена погоды вызвана столкновением перегретого континентального воздуха с влажными воздушными массами, принесенными активным западным возмущением. Вместо долгожданной прохлады регион столкнулся с яростными пыльными бурями и шквалистым ветром со скоростью до 80 км в час и крупным градом. В Дели ураган парализовал работу международного аэропорта имени Индиры Ганди, заставив диспетчеров перенаправить десятки авиарейсов на запасные аэродромы. Из-за массового падения деревьев и обрыва высоковольтных линий электропередачи без света остались целые районы. Хотя грозовой фронт снизил дневную температуру сразу на 8 градусов, синоптики объявили в регионе оранжевый уровень опасности. Жителей призывают не выходить на улицу без крайней необходимости. Пассажиры самолета Airbus 320, выполнявшего рейс из Боготы в город Пасто, пережили настоящий кошмар во время захода на посадку в горном аэропорте Антонио Нариньо.
Плотный туман, низкая видимость и сильные порывы ветра заставили пилотов дважды прерывать снижение самолета и экстренно уходить на второй круг. Сильная турбулентность спровоцировала массовую истерику в салоне. Из-за резких перепадов высоты и сильной тряски несколько пассажиров потеряли сознание. Оценив риски, командир воздушного судна принял решение прекратить попытки и развернул лайнер обратно в международный аэропорт Эль-Дорадо в Боготе. Самолет благополучно приземлился в столице, где пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь. Позже, когда метеоусловия в провинции Нариньо улучшились, рейс успешно доставил пассажиров в пункт назначения. Итальянский регион Венето накрыл мощный шторм, который сопровождался сильным градом. Сверхмощный грозовой фронт сформировался после 33-градусной жары в регионе. Основной удар стихии приняла на себя провинция Верона. Небо над регионом потемнело, и локальные грозовые ячейки начали сбрасывать тонны ледяных снарядов. В эпицентре шторма, на территории винодельческих коммун Сан-Пьетро, Инкриано и Неграр, размер отдельных градин достигал от 3 до 5 сантиметров в диаметре. На автомагистралях движение было практически парализовано. Сотни водителей в панике останавливали машины прямо под мостами, боясь продолжать путь под ледяным обстрелом. Городские улицы Вероны в считанные минуты покрылись белым слоем льда. По предварительным оценкам аграрных ассоциаций, этот шторм нанес колоссальный ущерб местным виноградникам, буквально срезав молодую лозу, которая только начала завязываться. Непогода затронула в среду и Венгрию. Серия суперячеек и гроз обрушилась на центральные и южные регионы страны. Сильнейший удар стихии пришелся на Медиа-Фейер, Мезефальву, Иванчу и окрестности Дунау-Вороша. Здесь ураганный ветер массово валил деревья, обрывал линии электропередачи и оставил без света целые кварталы, а последовавшие проливные дожди затопили подвалы жилых домов. Очевидцы делятся кадрами сугробов из крупного града, который еще долго не таял после ухода шторма. На юге, в Бачки-Шкун, под удар попал населенный пункт Киш-Саллаш. Там выпал град размером с грецкий орех. Местные фермеры заявляют о настоящей катастрофе. За считанные минуты ледяные снаряды практически полностью уничтожили будущий урожай фруктов, поломав ветви и сбив листву. Синоптики объясняют эту вспышку экстремальной погодой стремительным прохождением холодного фронта и предупреждают о сохранении нестабильности в регионе. Пострадала от шторма также Словения. Он оставил после себя масштабные разрушения на северо-востоке и юге страны. Наиболее сложная ситуация сложилась в общине Света Анна в Словенских Горицах, где ураганный ветер сорвал кровлю 30 жилых домов и хозяйственных построек, оборвал линии электропередачи и повалил десятки деревьев. Огромный ущерб зафиксирован в Свете Юрия, Ленарте, Птуе и Юровском доле, где стихия повредила памятники на местном историческом кладбище. Сообщается также о затоплении отделения неотложной помощи Птуйской больницы. Приняли на себя удар стихии и южные регионы, особенно район Кочевья. В деревне Жельне мощные порывы ветра, достигавшие 85 км в час, сорвали металлическую крышу строящегося объекта вместе с анкерами. Метеостанция Искорба зафиксировала экстремальный тропический ливень — 110 мм осадков за час, при этом 83 мм выпало за 30 минут, что едва не побило исторический рекорд страны. За время буйства стихии в регионе было зарегистрировано более 15 тысяч ударов молний, а температура воздуха рухнула с 31,4 до 14 градусов тепла. Сегодня десятки расчетов экстренных служб продолжают ликвидацию последствий разгула стихии. Системы циклонов Джуля и Катя принесли в регионы Литвы шквалистый ветер с порывами до 18-20 метров в секунду, грозовые ливни и крупный град. Грозовой фронт растянулся практически по всей территории республики, однако наибольший ущерб был зафиксирован в центральных, восточных и южных районах. Город Тракай и его окрестности приняли на себя один из самых сильных ударов.
Шквалистый ветер повалил десятки деревьев в лесопарковых зонах и на побережье. Из-за высокой интенсивности осадков город и пригороды столкнулись с подтоплениями низменных участков. Многочисленные падения деревьев на проезжую часть и в жилых кварталах зарегистрированы также в Вильнюсе, Паневежесе и Алитусе. Суммарно по стране за один вечер спасатели ликвидировали последствия падения деревьев 57 раз. Без электричества остались порядка 5000 домохозяйств. 28 мая грозовой фронт вызвал повторную волну опасных метеорологических явлений. Сильнейший град обрушился на Шауляйский регион. Особенно пострадали окрестности Радвилишкиса и Паневежес. Также град и шквалы прошли в Варене и Купишкисе. Стена сильного дождя снизила видимость на дорогах до минимума, вынуждая водителей останавливаться на трассах.